Всем приветик, я Штукенция. 3 года я прожила в Голландии, а сейчас я уже 2 года живу в Израиле. Где же мне нравится больше? Мне лично больше нравится климат в Израиле. Супер большое количество солнечных дней, можно практически все время купаться в море. Цены. Да, в Израиле очень дорого. В Голландии немного подешевле. Но разные категории вещей стоят по-разному. Аренда жилья для меня в Израиле оказалась дешевле. В супермаркетах в Израиле будет дороже. А вот на рынке в Израиле будет дешевле. В Израиле медицина топчик. Очереди и там есть. Но в Израиле все-таки очереди меньше и есть больше вариантов побыстрее попасть к врачу. Превентивная медицина, да, когда ты не то что заболела, тебя пытаются уже откачать, а именно вот до какая-то профилактика и так далее, в Израиле 100% лучше. Хотя мы из стран СНГ часто очень избалованы такой медициной, где куча всяких анализов тебе, где тебе скорая там по каждому чиху может приезжать, и все это недорого, и есть всякие частные варианты медицины. Что в Израиле, что в Голландии, с этим все обстоит немножко не так. Конечно, если ты будешь сильно болен, то тебя начнут сильно и хорошо лечить. А вот до этого, мне кажется, с медициной намного проще в Израиле. Люди и менталитет. Мне лично ближе голландцы. Вот в чем. Например, у вас что-то сломалось в квартире. У нас была такая ситуация и в Голландии, и в Израиле. И вы общаетесь с владельцем жилья и говорите, вот там крыша течет, например. Что происходит в Голландии? Если вы обратились, и вам владелец жилья сказал, да, я все починю, то это 100%, да, он вам все починит, причем, скорее всего, очень скоро. Если у вас в Израиле что-то сломалось, вы обращаетесь к владельцу жилья, он говорит, конечно, я вам все 100% починю. И он может в течение года вообще ничего не починить. Это просто такой разный какой-то подход. В Израиле люди очень вам могут много всего обещать, могут быть очень обаятельными, как-то пыль пускать в глаза, знаете, быть такими прямо да-да-да, я все сделаю, все обязательно будет просто беседер, но ничего может не произойти. То есть в Израиле, чтобы что-то получить, нужно просто вот этого хозяина, за ним бегать, звонить ему, прямо вот требовать, прямо вот права качать. Тогда, да, есть шанс, что вы что-то получите. То есть люди в Израиле, они такие более теплые, более улыбчивые, более стремятся даже как-то тебе, посочувствовать, помочь, как-то тебя поддержать в какой-то сложной ситуации. То есть здесь люди теплее намного, чем в Голландии. Как выглядят города, как выглядят дома, здания. Здесь мое предпочтение полностью на стороне Голландии, потому что, на мой вкус, просто Голландия — это какая-то идеальная с точки зрения визуальной эстетики страна. Если вы любите велосипеды, как я, то вы, конечно, будете страдать немного в Израиле. В зависимости от того, в каком городе вы живете, но все-таки в Израиле это вам не Голландия с точки зрения великов. Вот в Голландии просто это велосипедная страна, и я там настолько кайфовала. Я на велосипеде ездила везде, на работу, на учебу, в музей, в больницу, везде. Просто я жила на этом велосипеде. А если брать в целом транспорт, там автобусы, поезда, вот весь транспорт, то на самом деле нет какой-то большой разницы, потому что в Израиле очень хороший публичный транспорт, прекрасные автобусы, все мерседесы со всякими там охлаждением, с кондиционером, очень удобные сиденья, есть место для багажа, в общем, очень хороший транспорт, новый весь, поезда очень красивые, новые, со всякими тоже сиденьями, с USB-зарядками, там, со столиками. Очень такой красивый, новый, чаще всего такой хороший, качественный транспорт и хорошо ходит. И плюс здесь есть проездные, которые действуют на всю страну. То есть ты можешь оплатить карточку Равкав и буквально ехать хоть на Красное море, хоть на Средиземное море. То есть
очень классно организован транспорт в Израиле, мне прям это сильно нравится. В Голландии, мне кажется, транспорт как будто бы даже подороже. Поэтому здесь не будет однозначного победителя, поставим плюсик и там, и там. Переходим к следующему пункту, это культура вождения. Здесь, конечно же, 100% побеждают Нидерланды, потому что там настолько аккуратные водители, я таких редко где встречала. Например, меня дико бесит, что люди в Израиле часто вообще не включают поворотники. В итоге даже, вот я как пешеход, я просто не понимаю, он сейчас будет поворачивать, мне надо ждать или не ждать. В общем, это очень меня прямо раздражает. И здесь многие приезжают через зебру, то есть ты уже подошел к зебре, и там еще раз, два, три, четыре, пять, 6 машин проехал, ты уже такой, уже начинаешь на эту зебру так потихонечку ногу ставить, типа, что я иду, и там уже кто-нибудь тогда остановится. Переходим к самому главному в жизни человека, это, конечно же, к еде. В Голландии, например, мне очень нравится, что доступная рыба, там лосось дешевый, потрясающий, всякие морепродукты. В Израиле мне нравятся питы и всякие хумусы, всякие вот такие вот соусы интересные. И в той стране для меня есть какие-то любимые вкусняшки. Но на самом деле, вот какую-то обычную русскую еду я люблю больше. Всякие, знаете, там, салатики оливье, борщи, черный хлеб, вот это все. И что в Израиле, что в Голландии я практически это не ем, потому что в Голландии этого просто особо не продается, а в Израиле вроде бы продается, но очень дорого. То есть, типа там, с огромной наценкой в отдельных русских магазинах. Поэтому я в каждой из этих стран ем какую-то более локальную еду, более локальную кухню, и она в целом вкусная, но просто, знаете, что называется, не самая любимая. Потому что самое любимое это всегда то, что ты ел в детстве. Переходим к жилью. Когда я жила в Голландии, мне очень нравилось жилье, которое мы там арендовали. И мне казалось, что оно в целом хорошее. Там ровные стены, там как-то ничего не облуплено, понимаете, такое все аккуратненькое было, минималистично, но, как мне казалось, хорошо. Вот теперь я сейчас в Израиле арендовала разные квартиры, и что могу сказать? В Израиле в среднем намного сложнее найти хорошее жилье, чем в Голландии, потому что в Голландии все жилье примерно одинаково норм, то есть везде ровные стены, везде какой-то аккуратненький ремонтик, то есть как-то все везде примерно норм. В Израиле бывает, что ты находишь квартиры, которые прям совсем не очень, то есть типа продувают какие-то окна, что-то там обсыпается, ну так себе, короче. А бывает, ты можешь найти прям что-то очень классное. То есть не так однородно. И вот когда я нашла наконец-то в Израиле прикольную квартирку, в которой я сейчас живу, студию просто шикарную, с классным ремонтом, с классным видом, с шикарным балконом. То есть, короче, я нашла просто суперское жилье. При этом оно стоит дешевле. Я сейчас специально перед видео посмотрела цены на студию, в которой мы жили в Голландии. У них как бы похожие локации, похожий метраж, то есть цены должны быть примерно похожи. Так вот, в Голландии стоит дороже. Вот мы сейчас снимаем дешевле, чем в Голландии, но именно качество этого же жилья в разы лучше. Вот, так что получается, что это как найдешь, как тебе повезет. Но если так вот как бы в среднем брать, то ни туда, ни сюда. Поэтому давайте поставим по жилью плюсик и в той стране, потому что это очень сильно зависит от ситуации. Переходим к безопасности. Это очень важный параметр, насколько ты себя комфортно и безопасно чувствуешь в стране, боишься ли ты полицию или нет, она для тебя лучший друг, как ты вообще, как вот в целом ситуация с безопасностью в стране. Здесь нужно, конечно, поставить плюсик в сторону Голландии, потому что Голландия это супер безопасная страна. Вот, опять же, ни разу не была еще ни в одной стране, где я себя чувствовала настолько расслабленно, что ночью, что днем я вижу полицейского, я с удовольствием к нему буду подходить и с ним общаться о чем-то. Если ко мне подходит полицейский, я очень рада, потому что я не жду от него ничего вообще плохого. Не знаю, вот именно в Голландии ситуация с безопасностью для меня была очень комфортная. У меня однажды из велосипедной сумки украли старую тряпку.
которой я протирала там что-то такое, колеса на велосипеде. Вот, то есть, да, там какие-то бывают кражи велосипедов, ну, что-то такое, знаете. Вот, но опять же, все эти велосипеды, они старые, никто себе новые велосипеды в Голландии в здравом уме покупать не будет, все катаются на великах за 20, там, за 30 евро, за каких-то развалюхах, они ездят, и все в порядке. Израиль — это вроде бы тоже безопасная страна, вот так вот в целом. То есть я тоже спокойно могу ходить вечером, у нас тут ночью уже темно, я не знаю, 11 вечера, тут дети везде бегают, гуляют, то есть нет такого, что это как-то прям страшно, тут нет. Здесь тоже безопасно, здесь тоже спокойно, там ты ходишь, и я не боюсь, что кто-то меня ограбит или ко мне кто-то там пристанет на улице, ну, то есть вообще такого нет. Здесь тоже именно какая-то такая обычная, будничная безопасность на высоком уровне, я бы сказала, в Израиле. Но здесь есть нюанс, который именно напрягает, это военные действия с соседями и вот эти все ракетные истории, когда ты там бежишь прятаться в Миклад, и вот это все, это, конечно, совсем другая история. Язык. В Голландии говорят на голландском, в Израиле говорят на иврите. И тот это маленькие языки, очень локальные, на которых говорят только в этих странах. Поэтому, на самом деле, есть какое-то... У меня и там были сложности с языком, потому что сложности какого плана, что когда ты приезжаешь в Голландию, ты думаешь, а зачем мне учить голландский, он такой маленький, ну, типа, я же говорю на английском, и тут все говорят на английском, поэтому мне было очень трудно в Голландии заставить себя начать учить голландский, хотя я даже это сделала и начала учить, когда мы там все-таки долго жили, я уже там что-то немножко знала. Ну, в общем, преодолеть вот этот барьер, когда ты знаешь, допустим, свой русский язык, плюс ты еще потратил столько времени в жизни, чтобы выучить английский, это было непросто вовсе, и вот ты его выучил, и вот ты его знаешь, и вот там люди все говорят практически на английском, и ты такой, а мне еще и голландский учить, вы что, издеваетесь? Для меня это большой-большой геморрой, и мне в Голландии было сложно с языком, поэтому я так особо его хорошо и не выучила. В принципе, похожая ситуация у меня в Израиле, потому что в Израиле говорят на иврите, и это еще более сложный язык, чем голландский, если уж их сравнивать. Это вообще там какие-то эти все, знаете, вот эти буковки, которые вообще невозможно прочитать, пока ты не вникнешь. За 2 года я уже как-то его немножко выучила. Ну, в общем, я бы здесь поставила плюсик и там, и там. Теперь больная тема – это мусор. Здесь однозначно будет выигрывать у нас Голландия, потому что это супер чистая страна. В Израиле много мусора на улицах. Меня это тоже дико как-то расстраивает, потому что я прям часто вижу, как передо мной идут люди и мусорят. И меня это прям дико расстраивает, потому что зачем они тут мусорят, причем это местные люди. Разные совершенно, ну, молодежь в основном. То есть они просто там едят что-то из Макдональдса и бумажку кидают на пол. Ну, вон же мусорка через там 20 метров, почему не выбросить в мусорку? Нет, они просто кидают. Но именно экология здесь в целом хорошая. То есть если ты не находишься рядом с заводами или производствами, здесь часто бывает прекрасный свежий горный воздух, очень много всяких заповедников, каких-то тоже природных мест. То есть на самом деле экологическая ситуация, здесь за ней очень сильно следят. Здесь каждое дерево в Израиле подписано, пронумеровано. За ним есть человек, который следит за этим деревом. Нельзя просто так срубить дерево, нельзя просто так сорвать цветочек, ничего нельзя трогать. Именно природа, как бы естественный рельеф, естественная растительность и все такое, и даже искусственное, потому что в Израиле, что в Голландии много всего искусственного. Например, в Голландии есть осушенные земли, дамбы, польдеры, и там люди просто с нуля, по сути, все создают. И в Израиле тоже очень много всего сделано с нуля, на искусственном поливе, высаживаются деревья, растения, кустарники, то есть изначально тут это, например, не растет, но за счет искусственного полива можно прям ботанические сады создать, и это создается. Но получается, что природа, вот именно как ты смотришь вокруг, насколько оно все красивое, насколько оно какое-то монументальное, здесь однозначно выигрывает Израиль. То есть именно по красоте совершенно не сравнить, потому что Голландия, она, конечно, симпатичная, но она симпатичная своими домиками, своими вот этими какими-то цветочками около домиков, садиками. То есть то, вот, что сделал человек, поставил свой домик, вокруг сделал садик, это все очень миленькое, очень красивое.
дорожки и все такое. А вот именно природа, чтобы ты вот шел по какой-то там тропинке или куда-то ехал, или что-то такое смотрел, в Израиле просто невероятная красота. Здесь вот эти горы, здесь какие-то леса есть, здесь моря, вот это все. То есть реально бывает, едешь просто на автобусе через страну и такой все время то в одну сторону смотришь, то в другую. Здесь что-то одно, здесь что-то другое. Очень красивая природа. Поэтому, отвечая на вопрос, где лучше, в Израиле или в Голландии, для меня получается лучше в Израиле. Ну просто потому, что по сумме обстоятельств мне здесь более комфортно, и я могу делать то, что мне нравится, и как бы все складывается так, как я хочу.